Танки – это ключ к любой победе, если вы еще не знали. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Scorched Earth. Справа Дэн, генерал Квай, танковая армия Китая. Слева НАСА, генерал Джазис, подрывник ГЛА. После просмотра напишите комментарий, поставьте лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Хочу напомнить о конкурсе на лучший реплей марта, подробности в закрепленном комментарии под видео. Ну что ж, друзья, пока бойцы развиваются, проведем маленький ликбез. Хочу вам рассказать о сегодняшних генералах, которые встретятся на поле сражения. Поэтому давайте немножечко вам зачитаю, кто же такой у нас генерал Квай, танкист, и кто такой генерал Джазис, подрывник. Итак, Та Хун Квай, китайский генерал, служащий в Народно-освободительной армии во время Первой войны с ГЛА. Ему 51 год, убежден, что Народно-освободительная армия Китая увидит свой величайший военный успех века через смотровые отверстия множества танков. Вот так вот, друзья. Что же касаемо генерала Джазиза. Зовут его Радал, прозвище Динамит. Один из командующих ГЛА, специализирующийся на взрывчатке. 36-летний взрывотехник с Ближнего Востока приложил руку к нескольким разрушительным террористическим актам 21 века. Командуя ячейкой Скорпион в ГЛА, Джазиз стал опасным и наводящим страх противником для всех ее врагов. Вот так вот, друзья. Вот такая мини-справочка. Один из комментаторов, кстати, давайте пока тут посмотрим на дракон, как он будет уничтожать эту норочку, явно. Я думаю, что хватит, в принципе, еще хп у этого дракона. Итак, зажигаем огоньки, ну-ка. Да, все верно, норочка будет отменяться, но и дракон также был отменен. Но тут есть второе, в принципе, ну, норку сейчас уничтожат, а тем временем НАСА готовит подрыв. Я, 100%, и сразу же на мины, ну как же так-то, ну надо было хотя бы одного-то подрывничка сюда-то вывести и проверить, есть ли там мины или нет. К сожалению, весь подрыв сейчас в никуда, и, соответственно, Дэн будет дальше продолжать спокойненько развиваться, в то время как Галашник уже начинает терять свои позиции. Вот здесь, напоминаю, норка была отменена, идет танк-дракон, гатлинг, на гатлинг сразу же идет выпад в виде 5 ракетчиков с техничкой, минус гатлинг. Дракон начинает сжечь военный завод, но я думаю, что его здесь отменят, хватит, в принципе, сейчас Глашнику боевой мощи, огневой мощи точнее, и военный завод живет. Но вот здесь что происходит? Приехал дракон, проехал мимо мины, вот посмотрите, как у него следы вот шли, мимо минки прошел и сжег ресурсный центр Глашнику. Отлично, на самом деле, очень хорошо, Дэн. Дальше тут еще один дракон идет вперед. И вот этот дракончик также можно, в принципе, использовать для того, чтобы сжечь казарму. Тем временем Убертеч уже есть у нас, и он начинает пробивать ресурсный центр Дэну. Заранее, на всякий случай, прострелил здесь, посмотрел, что существуют тут мины, Дэн их выучил и начинает пробивать все-таки ресурсный центр, но пошли саполтраки в бой и давят пехоту. Полностью все, один саполтрак задавил. Так, а Убертеч уходит, здесь есть гатлинг и 2 поста, сразу же сматывается, ну и последний ракетчик с помощью саполтрака был задавлен. Так вот, один из комментаторов написал, что какая-то историческая справка в реплее, по-моему, с участием Бигсайза и Гатузо. Короче говоря, он сказал, что историческая справочка — это очень даже хорошая вещь, поэтому я решил, конечно, не историческую справку, но маленькую такую информацию, коротенькую, по поводу вообще, кто такие наши генералы, я решил сегодня вам здесь рассказать в этом реплее. И вновь выпад тем временем от НАСА, прикатил Убертечью, высадил ракетчика, тут есть, в принципе, ответная пачка у Дэна, есть даже уже ЕЦМ танк, это значит, что есть пропаганда. Вот у нас саплай обратно отстроился, начинается перестрелка, ракетчик помогает, я думаю, что пост все-таки здесь один Дэн потеряет. Ракетчики помогают, отстреливают по ракетчику Глашника, и Глашник теряет полностью, в принципе, всю свою армию, которая собирался наступать. Ну и электростанция также продолжает, в принципе, жить. Вышел уже первый танк Император, очень большой, очень мощный, тяжелый. Ну и что греха таить, медлительный. Ну да ладно, хорошая огневая мощь. Пачка собирается вместе, как я понимаю. Будет Дэн пробовать зачищать и эту нору. Но я думаю, что Джазиста что-нибудь припас. У него тут спамятся танки-скорпионы. Так, тут рабочий бежит. По рабочему танки не попадает. Но тут гатлинг изучен у танка Императора. Да, есть. Есть танки Скорпиона, работают по посту, вскрывают его и обратно возвращаются в нору. Там еще и Убертеч есть с одной лычкой. Так, а рабочий спокойненько проходит, правда еле живой, но идет и, возможно, скоро будет делать свои грязные дела.
Минус еще один пост, да, не сказал бы я, конечно, что на таком узком пространстве китайской армии удобно воевать. Дэн теряет один пост, второй пост, но остается танк Император. И он сейчас отрабатывает, в принципе, эту позицию. Да, сеть тоннелей здесь будет закрываться. Но посмотрите, что происходит вот здесь. НАСА смог пробежать рабочим. И сейчас строит здесь нору. И мне интересно, сможет ли эта норка себя оправдать. А там на пути и сопла, и военный завод, и пропаганда, и электростанция также здесь есть. Она, правда, заминирована. Но спасет ли ее? Спасут ли ее эти мины? Ставится казарма. Так, НАСА тем временем еще и сюда привел рабочего. Будет, я так понимаю, ресурсный центр здесь в скором времени устанавливать. И начинается выпад от Глашника. Работает по ресурсному центру. Ракетчики выбежали. Слушайте, так это Дозер Хант, я так понимаю, да? Или нет? Куда ракетчики побежали? Они побежали бить пропаганду. Минус ресурсный центр, это явно. Пропаганда также будет отлетать с помощью ракетчиков. Никто не успеет подойти, чтобы их отменить. И Убертеч поехала Дозер второй искать. 100%. Да, тут он как раз рядом. Простреливает, смотрит, есть ли мины или нет. Здесь Дозер все-таки достали минус. Военный завод на пути. Танк Император идет вперед, но не хватит, мне кажется, его одного против стольких танков. Сразу же все разводятся войска через X. Ну и все, и последний Дозер. До свидания. Дэн дальше уже в развитии это не пойдет. Но аккуратно, аккуратно, тут мины стоят. Вот, прострелил НАСА. Там заходит, да, там заходит танк Император. Надо быть аккуратным, Убертеч бы не надо бы сейчас терять. Но куда ты, НАСА, поехал? Куда? Ну там же мины! И все-таки теряет. Все-таки теряет Убертеч, простреливается электростанция и еще и теряется энергия сейчас у танкиста. Очень тяжелая ситуация, на самом деле сейчас для него настает. Осталось буквально 3 здания. И нет строителей. Пробивается танк Император, есть еще 2 ЭЦМки. Будут пытаться, я так понимаю, сейчас помогать. Подходит второй Император. Но я так понимаю, что все-таки Глашник сейчас будет отступать, да. Маловато у него осталось танков. И в принципе ЕЦМ-ка вместе с этим Императором должны справляться с этими скорпионами и ракетчиками. Гатлинг изучен, отлично. В принципе, его одного должно хватить, ЕЦМ-танк, конечно же, поможет. Ну так и слева, смотрите, что творится. Дэн идет и здесь в атаку, а там и военный завод, казарма и ресурсный центр на пути. Посмотрим, есть ли чем НАСА сейчас здесь отбиваться. Он уже заранее, кстати, поставил здесь казарму. Но только непонятно. Ну скорее всего подрывать будет пытаться. Если есть техничка, тут еще есть один подрывничок. Будет пытаться как-то НАСА сейчас эту казарму спасать. И успел поднаспамить. И работает сейчас по Императору. И Император, я так понимаю, в минус. Да, все верно. Что же касаемо событий слева и минус военный завод. Сейчас НАСе, да. И тут и казарма сейчас, я так понимаю, будет летать. Спамятся подрывники. Ну и все, загружается техничка, ждем подрыв. Сразу же перестраивается сопла, есть еще на доке здесь 18300, будет Глашник спокойно, в принципе, добывать. Осталось 3 здания. Посмотрим, сколько зданий сейчас за один подрыв НАСА сможет у Дэна забрать. Так, 2 ракетчика это на казарму. И 3 подрывника на военный завод. И этого должно, по идее, хватить. Еще и техничка выживает. Отлично. Минус военный завод. Молодец, НАСА. Просто изумительно. Изумительно работает. Практически без каких-то огрехов. Ракетчики пытаются здесь как-то отбиться. Но мне кажется, что все-таки забьют их. ИЦМ-танк подъехал близко. Но можно было бы попробовать вообще задавить. Да, в принципе, одного ракетчика давят, а второго задавить. Но похоже, что не получается. Не может подъехать под край карты. Но, в принципе, с помощью этих 3 юнитов этот трехлучковый ракетчик спокойненько отлетит. И сейчас, в принципе, он этим и занимается. Все, гибель ракетчика от Гла. Есть пост. Слева все позиции Глашнику очищены. ЕЦМ-танк и танк Император спокойно справляется. Набирает Император 3 лычки. И нужно возвращаться и пробовать. Я не знаю даже, что сейчас пробовать-то. Наступать или обороняться. Но обороняться уже, наверное, никакого смысла-то и нет. Тут всего лишь один сапплайт остался. Нужно пробовать как-то переламывать эту встречу. Возможно, действительно проводить какое-то контрнаступление. Сейчас у Глашника-то не так много зданий осталось. Военного завода нет. Но есть экономика, есть казарма. Так, отрабатывает БМ и пост, и даже еще и башня здесь достает по танкам Скорпионам. 1 потерял, 2 возвращаются обратно. ЕЦМ-танк уже приехал, в принципе, под последним мейн НАСА. Император, напоминаю, тяжелый танк также потихонечку здесь подъезжает. И все-таки, мне кажется, будет Дэн готовить финальное какое-то наступление на позиции Гла. А тем временем НАСА занимается тем, что строит командный центр. Посмотрим, как ему это поможет. Уже, в принципе, есть у обоих бойцов 3
3-й ранг, и посмотрите на экспоинты, они практически вровень идут, Дэн даже немножечко впереди, но не сказал бы, что это прям значительно он как-то вышел вперед, но тем не менее, даже чуть-чуть, но впереди, значит разменивается все-таки-то получше. Ну и начинается отлет сети тоннелей, да, норка сейчас будет закрываться, там на пути казарма, сапплай и командный центр. Ну и нужно идти вперед, нельзя стоять, а тем временем танки Скорпионы идут завершать эту игру. Я так понимаю, будут разбивать последний ресурсный центр. Осталось только буквально закрыть вот этот двухлучковый БМ. Тут есть ракетчики, которые спокойно с этим справляются. Передавить вот этого ракетчика или просто туда выстрелить с помощью ракет. Апгрейд изучен. Да, и все, в принципе, можно завершать игру. Идет НАСА добивать Дэна, но пошли в бой с Сапалтраки. Посмотрим, смогут ли они. Там еще ЕЦМ танк приехал. Сможет он ли сейчас вместе с этими Сапалтраками как-то помочь Дэну? Ну и слушайте, смотрите, что происходит. Он морозит один и другой танк морозит одной ЕЦМ-кой. Тем временем танк Император работает по позициям МГЛА. Отлетает казарма, отлетает ресурсный центр. Ребелямбуш был, явно здесь есть, да, ребеля, и они в никуда, они все погибли. И начинает танк Император пробивать командный центр. А тем временем одна ЕЦМ-ка морозит, просто оттягивает погибель. Как же это круто, слушайте, успевает. Смотрите, какой контроль крутой. Дэн и здесь пробивает. И ЕЦМ-ка работает. Надо же везде успевать за этим смотреть. Вдруг что-нибудь из этой норы коварно это вылезет, чтобы отменить этот танк Император. Но ничего оттуда не выходит. И Дэн возвращает Император к последнему сюда зданию, чтобы убить эти оставшиеся танки. Тем временем НАСА поставил казарму и бежит подрывниками уничтожать ЕЦМ танк. ЕЦМ-ка это увидела и начинает отъезжать. Дэн все контролирует. Идет подкрепление. Терпи, ЕЦМ-ка, терпи. Морозит, еще отъехал. Смотрите, буквально по чуть-чуть отъезжает и морозит. Держит он эти Скорпионы. Ну как же это круто. Не смог подорвать. Не смог НАСА подорвать этот ЕЦМ танк. Морозит, держись, терпи, ЕЦМ танк, терпи. Подъехал, успевает танк Император добить эти танки Скорпионы и минус подрывник. Ну что, слава ЕЦМ! Слава ЕЦМ! Дотянула она. И идет сейчас Дэн уничтожать командный центр НАСА. Осталось у него 2 здания и всего лишь 540, уже даже 140 баксов. Интересно, что же он там заказал? Либо ракетчики, либо подрывники. Но мне кажется, что лучше бы ракетчиков. Ну, подрывниками здесь, не пробежишь. Везде ведь мины. А ракетчиками можно попробовать, но все-таки подрывничка заказал. Один ракетчик в башне сидит, тем временем Император пробивает командный центр, пытается здесь рабочего как-то чинить. Но огневая мощь, конечно, будет получше, чем просто молоток рабочего, который тут просто по земле стучит. Возможно, даже стоило бы вот этим танком как-то подъехать сюда, убить этого рабочего. Сапалтрак тут прикатил. Гоняет пехоту, подрывников и ракетчика от ГЛА. Плюс ЕЦМ танк прикатил. И до свидания, первый подрывник. Там еще один Сапалтрак идет также в бой. ЕЦМ-ка здесь катается. Та самая легендарная. Минус еще один подрывник. Но и осталось одного буквально ракетчика задавить. Сейчас еще один Сапалтрак прикатит. Тем временем командный центр уже практически уничтожен. И едет Сапалтрак. Едет вместе с ЕЦМ танком. Зажимает ракетчика. И все. И минус ракетчик. У нас остался буквально один подрывник и казарма. Командный центр. До свидания. 92 бакса на счету. И уже ничего и не купишь. А это получается, что сейчас НАСА терпит поражение. Подъезжает буквально последний, тот самый последний трехлучковый Император. Добивать казарму ГЛА. И можно писать GG. В принципе, НАСА проигрывает. Мы победили. Ну что ж, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.